Масштабное расследование в украинском правительстве, мощный взрыв в Беларуси на границе с Польшей, а также уничтожение российского завода по производству оптоволокна для дронов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Удар по Кривому Рогу. Последние данные о баллистической атаке по жилому кварталу. Версии сторон. Новое наступление уже началось. Эксклюзивное интервью о ситуации на линии фронта. Куда движется армия Путина? Узбекистан призывает Москву и Киев начать переговоры. Министр финансов США называет Зеленского актером водевиля, а Россия начала двойную игру с Америкой и Европой. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Кривом Роге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара. Более полусотни людей получили ранения. На момент записи выпуска известно о 19 погибших, среди них 9 детей. В том числе маленький Тимофей. Мальчику не было и 4 лет. В 7 часов вечера он находился на площадке вместе со своей бабушкой. С самого утра жители города несут цветы и игрушки на место трагедии. Это детская площадка в жилом районе, недалеко от ресторана «Магеллан». Это его бывшее название. Сейчас это «Розмарин». В Москве заявили, что в этом заведении проводилось совещание с командирами соединений и западными инструкторами. На фото и видео, которые были сделаны после удара на месте событий, четко видно, ресторан цел и не поврежден. Удар пришелся по открытой территории возле жилых домов и недалеко от этого заведения. И на самом деле, по данным местных жителей, открытой информации, за несколько минут до удара в этом заведении завершился бьюти-бизнес-форум, организованный Ассоциацией «Союз бизнеса Кривого Рога». Анонс мероприятия был опубликован ранее в соцсетях. Теперь военное ведомство страны-агрессора пытается прикрыть свое циничное преступление высокоточной ложью о якобы попадании в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами. Заявляем, Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилой массив и детскую площадку. На события уже отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она написала на своей странице в X следующий текст. Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна закончиться. В комментариях под этим текстом украинцы задают вопрос представителю Белого дома. Неужели она забыла, как пишется слово «Россия»? И почему не пишет о том, кто нанес удар, даже несмотря на то, что российская Минобороны взяла на себя ответственность? Украинские военные при этом напоминают, что Кривой Рог – родной город Зеленского, и этот населенный пункт мог быть выбран не случайно для удара. Атака – это элемент давления Кремля на Киев. К тому же военные не проводят совещания и собрания в ресторанах. Об этом в интервью «Нехта» рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Во-первых, это несусветная глупость, потому что все, что касается в том числе и проведения служебных совещаний, встреч, все это происходит. Это из собственной практики, да, эта практика очевидна, и она применяется силами обороны Украины, как воюющей силы, как воюющей страны. Все это происходит с соблюдением жесточайших требований мер безопасности. В том числе, что касается маскировки данного процесса. И речь не идет о том, что на ресторан должны были натянуть сетку. Никто бы этого не делал. Потому что в таких местах такие встречи не проводятся от слова вообще. Есть определенные локации, в которых запрещено в том числе использование, например, мобильного телефона. Если кто-то попытается потом сказать о том, что по наводке через мобильный телефон нанесли этот удар. Беспилотники атаковали единственный в России завод по производству оптоволокна, который активно используют россияне для своих дронов на фронте. БПЛА долетели до Саранска, от Украины 1000 километров. Цель, судя по заявлениям российской стороны, поражена. 9-й! Сюда прям! Ебать! Эх ты нахуй! В сети десятки видео. Мишень предприятия. Власти Мордовии поспешили обратиться к местным жителям, чтобы те не показывали, каковы разрушения.
На месте ночной атаки БПЛА работают экстренные службы Мордовии. Пострадавших нет. Специалисты ведут работы по обеспечению безопасности, оценивают повреждения. Вместе с министерствами, профильными ведомствами и подведомственными организациями в кратчайшие сроки направим все силы и средства на устранение последствий ночных ударов. Напомню, что в Киеве предупреждали, что военные продолжат уничтожать стратегические объекты РФ, которые задействованы в войне против Украины. Россия ведет двойную игру. Спецпосланник Путина Дмитриев ездил на переговоры не только в США, в этом уверен Зеленский. Он уверяет, что Дмитриев выполняет особый приказ Кремля. И сейчас Москва пытается вернуть свои деньги. Речь о замороженных російських активах. Окрім цього, він був не тільки в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщеннями наших недрузів. І головне питання, як вивести 300 мільярдів заморожених активів. Це їх головне питання. Нам відомо, всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть, навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах. І про авіабудування йдеться мова наших західних партнерів і інші речі. Сам же Дмитриев, я напомню, в эфире Fox News уверял, что России не нужна отмена санкций, ведь под санкциями страна стала лучше жить, лучше, чем прежде. Россия не просит о снятии санкций, потому что если посмотреть на рост нашего ВВП, он составил 4% в прошлом году против всего 1% в Европе. Если посмотреть на соотношение нашего долга к ВВП, оно составляет 18% против 100% в Европе. Так что я думаю, мы видим, что американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов прибыли, отказавшись от работы в России. Зеленский устроил масштабное расследование в правительстве. Ищут тех, кто слил информацию о деталях сделки между Украиной и США по редкоземельным минералам. Для этого представители власти заставляют проходить детектор лжи. О поиске информатора пишет Financial Times. Украинские чиновники сообщили, что тесты на детекторе лжи были проведены среди сотрудников нескольких министерств, но отказались предоставить дополнительные детали или уточнить, сколько человек было опрошено. Офис президента Украины отказался от комментариев. Служба безопасности заявила, что работает в рамках закона для защиты безопасности Украины и сохраняет конфиденциальность некоторых деталей своей деятельности. Авторы материала уточняют, что расследование началось после того, как один из украинских депутатов заявил, что получил копию соглашения. В то же время Financial Times независимо получила такой же документ и опубликовала его содержание. Уже тогда Зеленский назвал утечку странной. Напомню, что Вашингтон теперь настаивает на заключении нового соглашения с Киевом, которое будет распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, а также на основные энергетические активы страны. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта сделка между странами не грабеж, а экономическое партнерство. Кроме того, он дал понять, что Зеленский иногда поступает неправильно из-за давления со стороны его окружения. Такое заявление прозвучало в интервью Такеру Карлсону. Смотрите, он был артистом, своего рода водевильным комиком, и он был обычным человеком, которого бросило в разгар тяжелых времен. Он справился, проявил героизм, и я думаю, теперь застрял в этой роли. Думаю, он находится под колоссальным давлением. Мне кажется, что некоторые из правительственных чиновников и членов кабинета у него действительно сильные, но некоторые из тех, кто рядом с ним, дают ему не лучшие советы. Думаю, его советники не справляются. И если вернуться к соглашению, то, как мне кажется, одно из его главных достоинств в том, что оно гарантирует. Деньги дойдут до американского и украинского народов. Это не было одним из тех хищнических китайских соглашений, где ты отдаешь свои ресурсы или кредит на владение, когда тебе дают заем, который ты никогда не сможешь выплатить. Это настоящее экономическое партнерство. А что вы думаете об экономическом партнерстве Украины и США? Насколько это партнерство станет гарантией безопасности для Киева и остановит ли эта сделка Россию от новой войны в будущем? Напишите ответ в комментариях.
Россия разворачивает масштабную атаку сразу на нескольких фронтах. Армия Путина продолжает стратегическое наступление, начатое еще осенью 2023 года. И сейчас оно входит в новую, более агрессивную фазу. По всей линии фронта фиксируется повышенная активность боев. От Купянска и Лимана до Покровска и Запорожья. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал человек, знающий все об обстановке на линии фронта. Спикер добровольческой армии «Юг». Братчук прокомментировал и информацию Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности Украины о том, что РФ готовит резервы для нового наступления на фронте уже в мае этого года. По его словам, на линии фронта уже началось новое продвижение РФ. В любом случае, я считаю, что вот эта очередная волна российского наступления, она уже фактически началась, потому что мы видим очень серьезные движения российской армии на Лиманском направлении, на Купянском направлении. Россия добавила механизированную компоненту в наступлении на Покровск, вернее, те попытки, которые она сегодня демонстрирует. А я назову эту локацию даже больше Покровско-Кураховская, потому что россиянам не удалось срезать этот выступ Кураховский, который наносит, в свою очередь, россиянам большущие потери. Поэтому сегодня это движение заметно. Сегодня заметна эта активность на протяжении уже третьей недели, например, на Запорожском направлении. Соответственно, есть локации, где эта волна движения, волна наступлений находится на тактическом уровне. В США же тем временем заявляют, что если увидят масштабное наступление россиян, тогда поймут, что Путин не хочет завершать войну. Если завтра мы проснемся, русские вдруг начали массированное наступление, то я думаю, это будет довольно четким признаком того, что они не заинтересованы в мире. Пока этого не произошло, и будем надеяться, что не произойдет. Мы хотим знать, хотят ли они мира или нет, и если хотят, значит есть способ добиться этого, и мы готовы помочь. Если это не так, то хорошо было бы узнать об этом заранее, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать нашу политику. Внезапное признание в Узбекистане дали понять, что войну в Украине нельзя решить и завершить военным путем. О том, каким образом Москва и Киев должны прекратить боевые действия, высказался президент Узбекистана Мирзиёев на историческом и первом саммите «Центральная Азия ЕС». Приветствуем и полностью поддерживаем начало переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Понимаем, что предстоит решить очень сложные, непростые вопросы, но другой альтернативы предпринимаемым дипломатическим усилиям и политическому решению мы не видим. Центральная Азия и Европейский Союз объединяются и продолжат бороться с теми, кто попытается обойти санкции ЕС. Такое заявление было сделано на саммите в Самарканде. Аналитики считают, что это сигнал Москве. Под пристальным вниманием теперь реэкспорт чувствительных товаров, то есть продукции, которую Кремль может использовать в военных или стратегических целях. Теперь страны региона обязались следить, чтобы такие товары не шли в обход через их территорию. Взрыв в Беларуси, в Брестском районе, который граничит с Польшей и Украиной, чрезвычайная ситуация. В приграничном агрогородке Страдич рванул боеприпас, как заявляют в республике, неустановленный. Все произошло в одном из частных дворов. От взрыва погиб подросток. Его брат и дедушка получили ранения. Следователи обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груди металлолома. Больше деталей нет. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.